Друзья, приветствую вас! Вы на канале Ниндзя Капитал. Утренний обзор сегодня 3 августа. Если смотреть календарь событий, то сегодня вроде бы ничего такого существенного пока что не запланировано. Поэтому будем действовать исходя из ситуации. Итак, китайский фондовый рынок сегодня с утра торгуется нейтрально. Чуть-чуть он просел. В целом здесь пока ничего на сегодня не предвидится после такого падения. Если реально никакой трэш не начался, необходимо какое-то время проторговаться. Далее, то, что касается Америки, ВИКС, вчера он закрылся на грани 20,5 он не достиг, но то, что закрытие выше 18,5, это указывает на то, что постепенно приближается осень и что-то грядет. Далее SFD на фьючерс S&P. Здесь, несмотря на то, что вчера было движение по ВИКСу, S&P сегодня будет пытаться консолидироваться на хаях, потому что по Китаю особого негатива нету. Какая здесь есть критичная точка? Критичная точка — это сначала пробитие 4380 и потом 4350. Если эти значения удерживаются, то мы продолжаем до конца этой недели находиться вот в этой консолидации. Так, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Здесь перешли в диапазон 72-74. На самом деле, если 72 сегодня не будет пробито, это вообще чудесно, потому что тогда уже на этой неделе здесь, вероятно, произойдет отскок в район 74,7. Если будет пробой 72, сегодня мы все-таки, если его получаем, то здесь есть еще следующая точка. Она находится в районе 68. И в том случае, если 68, 67,3 вот этот диапазон взят не будет, то весьма вероятно даже пробитие уровень 72 будут выкупать и вытягивать наверх. Если переходить на часовик, здесь, соответственно, отскок дохлой кошки он пока не задался. Соответственно, текущая ситуация — это боковик в диапазоне 72,4, 72,2. В случае пробития вот этого нижнего уровня здесь весьма вероятно будет сразу тестирование 72 и возможно какое-то время торговля под 72. Если рассматривать по нефти недельный таймфрейм, то мы здесь получаем, что сейчас идет консолидация на достигнутых значениях. Судя по всему, без каких-то потрясений, которые будут связаны с прекращением части добычи нефти или сезон ураганов в Соединенных Штатах, дальнейший рост по нефти, с моей точки зрения, проблематичен, но здесь абсолютно четко вырисовывается, что ее держит выше 72. Недельный таймфрейм, да, вот был провал какое-то время назад, но этот провал его выкупили. Его выкупили и развиться ему никак не дали. В рамках дневного таймфрейма там была проторговка несколько дней, но эту проторговку ее выкупили. Поэтому сейчас я предполагаю, по нефти наиболее вероятно это движение вот в этом консолидационном диапазоне. Это 72,3, 72, нижняя граница, и, соответственно, верхняя граница 76. В силу вот этих событий, которые происходили, дальнейший рост нефти в ближайшее время маловероятен. И поэтому здесь либо консолидация, либо попытка все-таки сходить и потестить уровень 66.25. Вот этот уровень, если будет пробит, то тогда можно будет говорить о том, что весьма вероятно, что растущий тренд на нефть он закончен. Пока он не пробит, вот это размашистое движение, это, соответственно, издержки значительного роста, который произошел за год после обвала. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Здесь пока индекс доллара определиться не может. Но, с другой стороны, есть и позитивный момент, что вот этот отскок, попытка которого была в конце прошлой недели, он успехом не увенчался. То есть здесь либо до конца этой недели мы будем набираться силами и потом будет отскок наверх, либо сегодня, может быть завтра, все-таки произойдет устойчивый пробой 91,8 и мы увидим движение на 91,5, 91,3, вот сюда, вот в этот диапазон. Соответственно, здесь, если в ближайшие день, то есть сегодня, завтра, пробоя вниз не будет, то отсюда
после проторговочки разовьется отскок, и цель этого отскока первая будет 93. Так, друзья, далее давайте чуть-чуть посмотрим крипту. Эфириум, часовой таймфрейм. Здесь интересная картина, которая заключается в том, что если происходит пробитие 2400, то весьма вероятно от этого значения мы увидим тестирование вот этого сильного уровня 2165, вот здесь. Соответственно, если такого пробоя не возникает, то вот это все движение после какой-то проторговочки, может быть даже небольшой, придет к тому, что отсюда разовьется сегодня или завтра движение наверх и тестирование, и скорее всего пробой 2700 вот этого значения. Но вот здесь такая чувствительная зона у него проходит. Если она пробивается, то он, соответственно, летит тестировать опять вот этот сильный уровень 2165. Так, друзья, далее золото. Золото. Ситуация здесь очень интересная. Вот 1812,5. Ну, на самом деле здесь диапазон 1814-1811. Вот оно залегло здесь в дрейф. Соответственно, в ближайшие часы, если пробоя 1811 не будет, то, соответственно, нас ждет сегодня отскок. Цель этого отскока движения вот сюда, вот на 1820-1821. В идеале его должны ввести наверх. Основание для этого, что кругом выделяется новое бабло, МВФ выделит 650 миллиардов на восстановление мировой экономики. Соединенные Штаты инфраструктурные проекты запускают. И здесь есть все основания для того, чтобы золото все-таки подразогнать. Так, друзья, далее серебро. Ставлю 4-часовик. Смотрите, по серебру вчерашняя попытка перелома нисходящего тренда, она пока успехом не увенчалась. Но на самом деле здесь 25 это ключевое значение, вот этот диапазон. Пока его не пробивают, по серебру будет происходить накопление и попытка отскока с целью движения. Первая будет 25,6, 25,5, потом 25,8. Немножко цели здесь поменялись, это произошло в результате тех движений, которые были вчера. Ну и по серебру здесь надо заметить, давление происходит на цены на серебро из-за того, что, несмотря на то, что это, в общем-то, второй safe haven после золота, здесь есть определенное непонимание, как будет в ближайшее время развиваться так называемая зеленая промышленность. Потому что из-за того, что возникли сбои в логистических цепочках, из-за того, что пошел рост как комплектующих, так и конечных компонентов, тех же солнечных батарей, немножко спрос на серебро для производства того, что связано с альтернативной энергетикой, он чуть-чуть притормозился, чуть-чуть. Пока непонятно, сколько это приторможение продлится, но вот на текущий момент серебро не чувствует себя в такой степени уверенно, как золото. Так, друзья, далее ришечка, фьючерс на индекс РТС, несмотря на ужас по нефти, здесь в целом сейчас достаточно позитивное движение развивается, потому что вот этот вот обвал, который здесь начался, ну такой небольшой обвал, пока он еще даже не завершился движением на вот эту поддержку 161 250. Соответственно, здесь на текущий момент, если сохраняется вот этот диапазон, а вероятность этого достаточно велика, проторговка еще пару-тройку часов, она приведет к тому, что отсюда разовьется движение. Цель этого движения будет 163 500, 163 800, вот сюда, в этот диапазон. Если здесь все-таки возникает движение вниз и пробой для начала 161 750, то весьма вероятно сегодня мы проведем проторговочку в районе вот этого уровня. И вот здесь, если возникает пробой этого уровня, то у нас, соответственно, есть еще волшебный уровень, это 160 500. Но в случае пробоя вот этого уровня, который наторговался, здесь весьма вероятно движение пойдет глубже, и цель этого движения будет в районе 159 тысяч, то, что было вот здесь вот ранее. Так, друзья, далее давайте рубль-доллар начнем с сишечки, потом глянем еще спот. Дневной таймфрейм, но здесь получается рубль-доллар сейчас зажат по дневкам вот в этом диапазоне.
И здесь наиболее вероятно колебательное движение от верхней к нижней границы. То есть да, с учетом того, какие цены на нефть были достигнуты не так давно, по идее рубль должен был значительно укрепиться. Но по сишке цель движения должна была быть в район 69 тысяч. Но такого движения не произошло. Так, но переходя на часовик, здесь сейчас идет цикл волна на укрепление рубля к доллару. На самом деле вот еще чуть-чуть на 73 300 должен сходить. Далее, если не возникает пробоя 73 200, то отсюда пойдет отскок. Цель этого отскока тестирование 74, попытка здесь закрепиться. Так, друзья, если переходить на спот, рубль-доллар, USD Tomorrow, котировка. Давайте здесь сразу 15 минуточку возьмем. Здесь вот текущее движение, которое происходит. Сначала торгов была попытка сходить наверх. Сейчас эта попытка пока что захлебнулась. И здесь четко прорисовался уровень, исходя из 15-минутного таймфрейма. Это 72,9, 72,87. Соответственно, здесь, если пробой вот этого значения возникает, нас ждет движение на укрепление рубля, у которого будет цель 72-74, вот сюда, к этому значению. Если в ближайшие часы, в первой половине дня, мы вот это значение не пробиваем, нас ждет отсюда коррекционный отскок на укрепление доллара. И цель движения этого отскока, тестирования вот этой верхней границы 73.15. Так, друзья, далее евро-рубль, дневной таймфрейм, движение наверх на укрепление евро, развитие на текущий момент не получило. Но, несмотря на то, что пошла проторговочка под уровнем 86,7, сказать, что здесь как бы все, рубль начинает расти, я думаю, пока преждевременно. Потому что по структуре сделок, которая вчера была в евро-рубле, не подтверждается по евро-рублю укрепление рубля к евро. Так, но здесь, переходя на часовик, ситуация схожа с доллар-рубль. Сейчас, если в течение ближайших часов не будет пробоя 86,6, 86,5 вот этого диапазона, то отсюда у нас развивается коррекционный отскок на укрепление евро. И, соответственно, цель движения у этого отскока в идеале находится вот здесь, на 87,1. Если здесь все-таки будет пробой, то нас ждет дальнейшее укрепление рубля и тестирование 86,35 вот этого значения. Ситуация в ближайшие часы определится, будет, не будет пробой вот этого значения. Так, друзья, далее акции Сбербанка. Ну, смотрите, вот это 4-часовой таймфрейм. Первая цель движения, ну, 308,5, можно сказать, она сделана. Соответственно, здесь осталась цель движения, которая находится на 313,5, 314. На сегодня какие здесь ожидания? Если сейчас возникает коррекционный откат с пробитием 303, то в этой ситуации мы возвращаемся консолидироваться в район 300,5, 302. Вот, может быть, даже пониже будет короткий рывок и движение. Вот. Если мы вот это значение не пробиваем на протяжении первой половины дня, то наиболее вероятный сценарий на сегодня это проторговочка, набор позиций. И как только по нефти ситуация стабилизируется, отскок, цель движения 313,5, 314. Но сегодня здесь в большей степени похоже на боковик, либо если будет развиваться негатив по нефти, то возможно даже попытка тестирования вот этого значения 300, пробой 303 и уход в район 300. Так, друзья, далее Норильский никель. Все очень чудесно с утра развивалось, но, к сожалению, чтобы все совсем было хорошо, такого не бывает. Поэтому его отлили, но опять же отлили его на вот этот уровень 25200. Поскольку 25200 не пробит, соответственно, сейчас на открытии, если мы удерживаем вот этот диапазон 25000, 25200, нас на сегодня уже ждет отскок и тестирование, целью которого будет 26000, 25900, вот сюда, к этим значениям. Если здесь все-таки возникает задерг в эту область, и здесь проторговочка, то ну, пока оснований для того, чтобы более глубокая просадка пошла, их нету. Тогда наиболее вероятно будет
проторговка 1-2 дня в этом диапазоне и потом попытка выхода на 26. Так, друзья, далее Газпром, но здесь все хорошо, Газпром набирается сил, в консолидации находится. И по сути, пока здесь нету отката и пробития 282, все эти движения, они связаны с набором позиций с целью сходить на 300 и потом пойти выше. Друзья, все, основные моменты, основные активы. Спасибо за внимание, успешных